Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 12 октября, четверг, я записываю промежуточный выпуск. Я предупреждал на прошлой неделе, что на этой неделе будут довольно много дел, действительно так. Вот в четверг вечером только могу записать промежуточный. Я надеюсь, что получится записать ответы на ваши вопросы, которые вы можете оставлять в комментариях к этому выпуску. Я надеюсь, что хватит времени, и в субботу я все-таки запишу выпуск для вас. Так, перед тем, как оставить вопрос, пишите слово «вопрос», либо ставьте знак вопроса и дальше формулируйте. Я уверен, вы это все прекрасно знаете, и много раз рассказывать вам не надо. Также напоминаю про наш Patreon, на который можно подписаться. Довольно активно идет подписка. Всех приветствуем. Очень много вопросов оставляют. По четвергам я отвечаю на вопросы подписчиков Patreon. На этой неделе, наверное, в пятницу или в субботу также выйдут ответы, потому что загружен просто невероятно. Так, теперь перейдем к темам. Президент России Владимир Путин пытается назначить преемника. Телился на протяжении долгих дней, пока его спрашивали, что же вы хотите оставить после себя, расскажите и так далее и тому подобное. Уговаривали его, склоняли. Любой завет оставить, любой. Ну вот, разродился Путин, сказал, что хочет, чтобы после него остался Мишустин наследником, Мишустин преемником. Вы, я думаю, прекрасно понимаете, зачем подобный выпад. Это, конечно, камень в огород Патрушева, рассорить элиты перед большим политическим сезоном, внести хаос, внести сумятицу. Но надо понимать, что президент России Владимир Путин сейчас не так силен, как был совсем еще недавно. Я имею в виду, он не так влиятелен. В последнее время он не управляет страной, он не принимает решения. То участие в редких совещаниях, которые он проводит, то участие в телефонных разговорах, в разговорах по видеосвязи, это, конечно, не управление страной. Он практически передал бразды правления, практически, еще раз повторяю, Патрушеву. Патрушев руководит практически всем, за исключением на сегодняшний день финансово-экономического блока, но и еще пару сфер, которые ему, видимо, просто неинтересны, он их пока не касается. Готовится руководить всем, чем может, но уверен, что найдутся и у него препятствия на пути к руководству. Как будет воспринято в элитах завещание Путина, сказать очень сложно. Сейчас уже понятно, что друзья Путина не собираются сильно настаивать на воле президента и проталкивать Мишустина во власть. Все прекрасно понимают, что сейчас всем рассориться, это практически всем оказаться у разбитого корыта уже очень скоро. Все прекрасно понимают, все практически без исключения прекрасно понимают, что начнись война, в элитах я имею в виду, конечно же, все это закончится очень плохо для всех. Легче договориться, и путинские заветы будут только рычагом давления для того, чтобы выбить для себя лучшие условия в будущей конфигурации. Мишустину пока что ничего не светит. Под вопросом оказался визит двойника в Китай. Вы прекрасно знаете, мы об этом сообщали. Двойника Путина согласовали визит в Китай. Китайские товарищи готовы посмотреть на двойника при определенных условиях. Да, эти условия довольно жесткие. Это новую землю в аренду. Посмотрим, чем закончится старый договор. Там еще все бабка надвое сказала, хотя китайцы очень надеются. Но тем не менее, китайцы надеются, что и Мишустин, и Патрушев, и двойник — это все преемственность
нынешнего президента России Владимира Путина, преемственность его системы, преемственность его власти. Они считают, что они при любых раскладах оказываются в выигрыше. Двойник им интересен тем, что вполне возможно это может оказаться самостоятельная фигура в скором времени. Мы прекрасно знаем, да, многие в истории примеры, неподобные примеры, потому что подобных примеров практически не было. Мы сейчас живем в мире, который создал Россию, в которой победил абсурд. Россия – это страна победившего абсурда. Ну, либо сюрреализма. Здесь уже можно варьировать. И вот в этом сюрреализме, в этом абсурде такая фигура, как двойник президента России Владимира Путина, имеет все шансы стать совершенно независимой политической фигурой при определенных обстоятельствах. Еще раз подчеркиваю, при определенных обстоятельствах. Посмотрим, как будут развиваться события. Развязка наступит уже очень скоро. И надо сказать, что перспективы очень интересны. Перейдем к попытке нынешнего руководства России удержать рубль. Рубль опять перевалил то есть доллар перевалил за 100 рублей. Вы это прекрасно знаете, он на черном рынке особо не опускался, но тем не менее как есть. На сегодняшний день приняты такие практически беспрецедентные решения, потому что повышена ключевая ставка, и сейчас экспортеров заставляют продавать выручку. Набиуллина высказалась практически сразу, что эта мера недейственна. Правда, на нее немножко надавили, вежливо с ней поговорив и убедив, что надо сказать, что мера все-таки действенна. Она поддалась на уговоры, и спустя совсем небольшое время после того, как сказала, что мера абсолютно не бездейственна, надо сказать, что мера все-таки будет иметь свое действие, и рубль действительно укрепится. То, что рубль укрепится на какое-то совсем небольшое время, вполне возможно, но фундаментальные причины падения рубля не искоренены и не могут быть ликвидированы до того времени, пока не закончится война. Пока не наступит как минимум статус-кво на 23 февраля 2022 года, но либо какие-то другие шаги не будут предприняты. Какие другие в скором времени мы и это с вами обсудим. Так, уважаемые зрители и слушатели, давайте вам еще раз напомню, сегодня мы сделаем такой небольшой выпуск, потому что время опять-таки поджимает, несмотря на то, что это даже такие короткие выпуски приходится немножко сокращать. Напомню, что у нас есть Patreon, на который вы можете подписаться, где я отвечаю на все вопросы, а также оставить в описании к этому, не в описании, извините, я уже заговариваюсь, уже подустал. В комментариях к этому ролику можете оставить свои вопросы, на которые я попытаюсь ответить уже в субботу. Надеюсь, что я выкрою время и отвечу. Для наших подписчиков Patreon в четверг не удалось записать. Думаю, что запишу в пятницу или в субботу. Надеюсь, что в пятницу. Также в воскресенье традиционные итоги с Сергеем Жирновым. Я вам напоминаю, но уверен, что вы и так все помните. Хочу вам сказать, что мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Приближается пора больших событий. Действительно больших событий. И сейчас ваша поддержка нам необходима. Поэтому, если есть возможность помочь, криптовалютные кошельки, Patreon, спонсирование этого канала, пожалуйста, подключайтесь. Все, большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Всего доброго, до свидания.